Друзья, всем привет! Это Саша Сова, преподаватель вокала! Что ж, сегодня у нас с вами очередной обзор на группу Linkin Park, а точнее на их новый сингл, но я не буду делать обычную реакцию, я сделаю реакцию преподавателя по вокалу, и мы будем с вами останавливать каждую строчку, буквально, чтобы разбирать вокальные фишечки Эмили Армстронг, потому что очень много чего интересного здесь есть. Сразу скажу, что эту песню невозможно прям целиком прослушать и сделать реакцию, блочится у меня все. Может быть, я сделаю что-то такое на бусте, но, если честно, я хотела бы просто разобрать ее вокал вот именно досконально и подробно. Я уже снимала несколько видео на эту тему, там есть реакции и как бы такие первые ощущения, скажем так, да, но вот сейчас мне хотелось бы больше про вокал поговорить, да. Ну что ж, давайте начнем, не будем томить. Я могу сказать, что у нее очень приятный в целом тембр, и это, скорее всего, будет такое очень позитивное видео, пока что, я так чувствую. Смотрите, у нее такой здесь режим, она в таком режиме работает каком-то немножечко таком разговорном, да? На-на-на-на-на-на-на-на. Такое повествование немножечко уставшее, такое грустное, но достаточно звучание плотное. Хотя я могу сказать, что у Эмили нижняя часть ее диапазона — это не самая сильная ее часть, при том, что если она еще поет там, где ей, ну, вот, допустим, какие-то честеровские песни она поет, она немножечко проваливается по плотности, да, когда она идет вниз, но все равно низа у нее достаточно красивые. Вот я думаю, что в песнях, написанных для нее, они раскроются по-новому. Смотрите, здесь такой момент насчет произношения согласных, да, как она произносит. This is the letter that I... Нет, все слова связаны, да, когда вы поете на английском языке и когда вы не носитель, это сталкиваются не только русскоязычные, не только славяноязычные люди, в принципе, все не носители языка сталкиваются с такой проблемой, что люди делят слова между собой, this is the letter, да, не съедают вот эту историю, звучит достаточно ненативно. This is the letter that I didn't write, да, нету вот этих окончаний, didn't write. Да? И когда мы с вами заговорим о расщеплении, это вот будет одно из важных моментов. Здесь эту строчку, она, в принципе, мелодия такая же, но она спела чуть поплотнее, да, то есть было такое динамическое развитие и чуть-чуть как будто бы, сейчас я погромче вам выведу, да, может быть, не слышно, чуть-чуть как будто бы немножечко с придыханием. В конце. Black and white. В конце такие окончания фраз сделаны как с выдохом. Это тоже такой художественный прием, на самом деле, как атаки, так и снятия могут дополнять очень красиво ваш вокал и делать дополнительную атмосферу. Тоже здесь красиво. Skyscrapers we created. On shaky ground, вот здесь вот, да, на слове ground, у нее достаточно чистый вокал здесь, нету пока что никаких расщеплений и так далее. Слово ground достаточно затванговано, заназализировано, плюс еще не просто затванговано, да. Но в целом это может быть связано как с тем, что это, во-первых, просто английский язык, так и с тем, что это прием, да, какой-то фокус такой. То есть можно спеть по-разному. Shaky ground. Как-то так. Shaky ground, да? И еще здесь у нее есть такой момент интересненький, касающийся ее индивидуальности. У нее много вот таких йодельных моментов. Я в предыдущих видео тоже рассказывала про йодели, что йодели она очень часто использует, особенно после плотных нот. Да, вот слово ground, плотный, то есть такой достаточно толстый смык, если можно так сказать, да, уплотненный, и он просто не, скажем так, не такой кричащий, громкий, да, прям такой сдержанный, замиксованный. И потом после таких моментов очень красиво такой сброс дыхания с ноткой будет звучать очень классно. Он shaky ground. Очень эффектно на самом деле и очень вот в стиле рок-музыки какой-то такой американской, в стиле кантри-музыки частенько такая история присутствует, очень, очень классно, очень эстетично это все, мне кажется.
Вот здесь ваш любимый фрайчик. I'm trying to find my patience. Она использует vocal fry, здесь хотите штрабас, да, это не совсем расщепление, да, это такой у нас получается скрип, такая, можно сказать, атака фраевая, да, когда вы перед нотой делаете скрип не нагруженный каким-то звучанием ноты, да, голосовой нагрузки нету, здесь есть только сокращение голосовых складок для того, чтобы сделать скрип, и все. Можете попробовать. Я, кстати, на примере этой песни хочу с вами немножечко тоже, как бы, кстати говоря, поделиться и рассказать вам о том, как вот расщепление, да, звук драйва, звук фрая, я об этом часто говорю в своих социальных сетях, подписывайтесь, внизу все ссылочки в описании, также в шапке моего профиля здесь. Я очень часто говорю о том, как люди путают, да, эти приемы, тот же фрайчик, вот этот легкий, путают с драйвом, драйвом я называю более плотные расщепления, я вам сейчас покажу на примере прям этой песни, в чем разница, да? Условно говоря, вот знание вот этих вот нюансов и умение их различать и применять, это первая ступень в изучении экстрим-вокала, как мне кажется, да? Это то, что можно назвать рок-вокалом. В принципе, все вот эти расщепленные приемы — это экстрим-вокал, можно назвать, но я все-таки подразделяю их, да, немножечко, потому что какие-то легкие расщепления, они не легкие в плане, например, выполнения, не самые легкие, но они звучат достаточно легко, да, и я их отношу к рок-вокалу чисто вот в своей иерархии, скажем так, да, это не какая-то там общепринятая история, нет, вот я для себя так это решаю, да. Вот, и сложности возникают именно вот на вот этом первом этапе у людей. Дальше, когда они уже это понимают, в принципе, нормально. И как раз сейчас, друзья, у меня идет набор на курс по рок-вокалу. Большая часть мест уже занята, потому что мы в прошлых видео набирали вас через анкету предзаписи, но еще можно успеть попасть. Следующий набор на этот курс состоится только через 8-9 месяцев, в лучшем случае. А сейчас можно будет познакомиться с моими методами обучения на открытом уроке, где я на примере ученика буду показывать вам, как я ставлю расщепление. Чтобы попасть на этот открытый урок, нужно зарегистрироваться по ссылке внизу в описании. На уроке будет пример того, как я работаю над поиском расщепления, и также вы сможете уже увидеть реально, упражнения готовые, да, то есть это очень классно и очень действенно, это очень полезно, поэтому жду вас всех на открытом уроке, ссылочка в описании. Ну а мы с вами продолжаем. Вот здесь, кстати говоря, такой красивый, прикольный, легкий подрасщеп. Здесь не совсем он такой прям супер простой, да, здесь просто такой бросочек. У нас, кстати, даже упражнение есть с подобным названием, заброс, да, но здесь, кстати говоря, достаточно удобная буква, для этого буква Е, в ней есть некоторые секретики, которые я тоже рассказываю на своих обучениях. Да, я знаю, что я сейчас буду пиарить свой курс, но это реально лучший курс по рок-вокалу, друзья. Без ложной скромности скажу вам. Здесь не совсем драйвовый звук, но смотрите, здесь структуры задеты уже надгортанные. Почему это так слышно? Потому что вы с такой громкостью не сможете на вот этом звуке, вы не сможете просто воспроизвести плотно чистую ноту, если вы захотите удерживать именно такое расщепление. То есть для того, чтобы нам плотно петь и расщеплять при этом, нам нужна определенная конфигурация преддверия гортани, голосовых складок, да, вот эта вот вся штучка, она должна, vocal box наш, он должен быть в определенном положении. И здесь Эмили делает такое украшение в виде драйва такого, даже, наверное, ближе к фрай-скриму, но здесь, поскольку только яркий акцент, здесь, трудно прям делать какие-то выводы, здесь просто акцент расщепленный. И заметьте, как она еще снимает окончание. Посмотрите. То есть нота еще не закончилась, а она уже сменила смыкание с более толстого на придыхательное. Обратите внимание, какая прикольная у меня здесь фишечка. Какой плавный градиент, да? Я прям...
Вот это все создает мурашки вот эти. Я в своем телеграм-канале писала, подписывайтесь, пожалуйста, на мой телеграм-канал, у нас там классные обсуждения всякие, и шуточки, умешуточки, и первые новости, кстати, всегда там. Я сегодня буквально написала, что, блин, как у меня мурашки постоянно от ее вокала, а тут вот столько таких мелочей, вот прям незаметных уху непрокачанному, и это все создает мурашки. Очень красиво. Здесь тоже легкое расщепление проскакивает, обратите внимание. Так, что там за слова в припеве у нас с вами? But you won't let me breathe, and I'm not ever right. Я никогда не права, они ругаются с подружкой со своей. Вот здесь вот у нас на I'm not тоже достаточно удобно, она подчеркивает расщепление, выбросы вот этих высоких нот, то есть здесь дополнительную эмоциональную окраску она создает, да, вот этим расщеплением. Видите, когда поете расщеплением, не обязательно вот этим драйвом, да, здесь не обязательно его везде пихать. Вот просто берете одно слово, полтора слова, расщепляете, и уже у вас немножечко такой более эмоциональный получается разговор, да, вокальный. Здесь, кстати, она очень еще, останавливаю, right, слово у нее прикольно, такой у нее очень ее своеобразный тембр здесь, мне очень нравится ее тембр, очень лирический такой. Не открытая такая, да, яркая именно, вот открытая в плане, я имею в виду, текстурности звука, да, я сейчас только об акустических эффектах говорю, не о каких-то там анатомических. Звук такой немножечко более плотный, более темный, опять же, это акустическая только ассоциация, да, то есть где-то она небо чуть-чуть приподняла, да, при том, что это не какое-то более академичное звучание, нет, здесь просто такие больше oral звуки, чем назальные, да, больше оральные, чем назальные, и мне очень нравится такое, когда девочки используют. И, кстати, вот в американской музыке такое достаточно часто практикуется у девчат, у них очень классный вот этот вот белт такой прикрытый. Я прям фанат такого. Обратите внимание, как интересно это все. Сколько, вот еще прошло 34 секунды песни, а мы с вами уже 15 минут болтаем. А здесь у нас с вами атака расщепленная. All we are is talking. Oh! Да, она, получается, вот здесь дает драйв, то есть как раз-таки звук, который мы изучаем с вами на курсе по рок-вокалу, который вот сейчас будет уже совсем скоро стартовать, 10-15 ноября, где-то в этом промежутке, про который я чуть ранее говорила. Тоже обратите внимание, она дает плотный, толстый смык здесь, грудной звук, если хотите, да, расщепленный, не супер высоко стоит гортань, но высоко, то есть не в скримовой позиции, да, не во фрейскримовой, ну, такой завышенный. Вот, при этом звук, обратите внимание, достаточно такой яркий, круглый, белтовый, да, такой прям хорошенький. На over each other то же самое. Да, на over each other она тоже такую фишечку делает. Расщепления очень мало, но здесь в качестве акцентов. Да, давайте посмотрим. Классный у нее вот этот ее прикольный ее хук. Это мягкие нежные сбросы после толстых нот. Это прям ее тема. Она делает это через раз, прям over each other. Причем даже я сейчас первый раз сделала чистый выдох, она градиентно уходит, сохраняя ноту. Прикольно. То же самое, nothing underneath, да? Кстати говоря, по секрету вам скажу, что буква Н, вы можете у меня покопаться, кстати, на ютубе, посмотреть согласные в расщеплении, у меня есть такой видос, да, там всякая секретная инфа. Буква Н для расщепления очень вспомогательная. И тоже здесь, да, заметьте, что динамическое развитие песни идет. Она не грузит расщеплением все. Иногда это такой эффект Манделы, что надо расщеплять все подряд. Нет, просто вот один слог. Nothing. Все. Nothing underneath. Все. И красиво получается. Вот эти вот сбросы ее очень придают такой лиричности и женственности, потому что, ну, я думаю, что она такая слегка андрогинная дама, если вы понимаете, о чем я.
но все равно я в ней чувствую вот какую-то вот эту вот женственность, хрупкость. Я уже говорила, что у нее реально очень женственный вокал, очень лирический, очень такой проникновенный, очень притягательный, мягкий, где-то даже, может быть, чуть-чуть подросткового такого звучания, да, юный такой вокал очень. Мне это очень нравится, и вот какая-то ранимость в ее вокале присутствует, в том числе благодаря вот этим вот мягким, нежным сбросам, хотя выглядит она достаточно, ну, брутально, да, то есть она видно, что она выглядит как такая, подойдешь, я тебя всеку сейчас, да, вот как-то так, при том, что он, это вот этот флёр такой легкий, подойдешь, я тебя всеку, есть легкий, не прям, чтобы она вот такая прям агрессивная, да, как Лиззи Хейл, например, из Hailstorm, которая просто вообще, может быть, она по жизни не такая, но от нее вот эта энергетика огненная. Здесь не огненная, здесь холодная энергетика, да, она другая, но такая, вот с одной стороны она такая дама, а с другой стороны Снежная королева такая, давайте скажем, Снежная королева, такая чуть-чуть холодная, отстраненная, но очень притягательная. Эх, была бы... Это я в Турции пожила. Была бы я турком, классно бы я затирала. Так, погнали. Слышите, да? Это просто акцент на all. Time. Вот здесь вот она посчитала нужным расщепить. It's all... На all. Она щепит только слово all. А слово time опять... достаточно зализированное time, очень легко сброшено, так красиво на выдохе. Смена смыкания — это прям ее темка. Причем она букву М даже протянула, смотрите, time. Она немножечко ее задержала, да, то есть она ее не убрала сразу. Угу. Вот здесь расщепление было только на over each other, еле-еле, вот где-то вот в этом промежутке, да? Чуть-чуть прям подгрузить красивенько так. Ага, слышали, да? Вот здесь вот именно такой драйв, да, то есть это такой базовый рок-звук. Его все хотят обычно, и поп-певцы его обычно хотят, да, вот легкий такой подгруз, но он при этом у нее достаточно яркий здесь, такой достаточно хорошо слышимый. Но, кстати говоря, вот очень многие боятся назализированных звуков, но здесь заметьте, что когда, даже если она белтит, все равно некоторое сужение в звуке даже вот на слух присутствует. Я сейчас даже не говорю о внутреннем каком-то процессе, да, то есть анатомическом процессе. Безусловно, там происходит сужение преддверия гортани, да, но там без этого никак. Но даже на слух, когда она собирается расщепить, у нее чуть-чуть звук прям так, оп, и подсужается. Over, да, о широкое, в чуть поуже. А здесь она на пошла, этот драйв дала на атаку, да, ну, атаки мы с вами подобный прием обсудили вот буквально несколько минут назад. Давайте домотаем дальше. Здесь она начала работать прям хорошим, плотненьким таким звуком, толстым, без придыханий. И здесь вот ее тембр такой уже, да, настоящий прям проявляется. Слышите, да, эти снятия? Вот кто любит делать всякие поем как, пробуй учиться как. Вот вокалисты, обратите внимание на этот прием. Это прям выделяет ее. Она тут очень на Кристен Стюарт похожа в этом видео. Вот обратите внимание, вот эти окончания, это прям ее постоянная фишка. Йодель. Вот тут прям есть в каждой строчке, что разбирать. Under your breath. Во-первых, она подъехала к этой да, то есть она under сделала, да, такой слайдик небольшой, слайды тоже, чиназис. Мои ученики знают, как я люблю слайды.
under, то есть даже она скорее слайд сделала вот здесь вот так, under, и на не тоже есть еще. И после breath, смотрите, какой интересный момент. Breath, breath, йодельный такой сброс дыхания. А здесь она, кстати, вот не сделала эти свои нежные окончания, да, здесь она их опустила. Потому что динамическое развитие идет песни, и уже здесь, видите, на видео начинается какой-то arguing, да, то есть они там ругаются, и вот эта излишняя мягкость здесь уже, в принципе, не в кассу будет. Интересно, мне нравится. Здесь есть чуть-чуть окончание мягкое, но без выдоха, и обратите внимание, здесь расщепа нету. Down, у нее вибрато такое чуть-чуть кантри, такое чуть-чуть Paramore, чуть-чуть кантри, какой-то такой вайб, вот мне нравится, очень ее голос, конечно, я рада услышать свежий голос на рок-эстраде, очень интересный у нее голос, правда, такой вроде простой с одной стороны, и с другой стороны прям что-то новенькое, свеженькое. То же самое, на Ю она дает расщепление такое достаточно мощное, дальше убирает, но здесь уже явно подача голоса идет более мощная. И йодели, соответственно, ее здесь, да, то есть если она в прошлом припеве, она делала сброс, мягкий уход, то здесь прям жесткий йодель такой, да, более резкое смыкание. Да, тоже очень прикольный прием. Да, такой прям крючочек. Здесь пошел belt, такой круглый, мощный звук, без расщепления, да, но песня, скажем так, она в данном случае презентует Эмили как вот безотносительно Честера и Линкин Парк, мне кажется, это песня Эмили. Это группа Эмили в данный момент, да, то есть это песня, презентующая вокалиста, здесь нету других музыкантов, чуть-чуть вайб Линкин Парк я услышала только в самом вступлении, немножечко там наиграно вот это клавиши, их мы потом к этому с вами вернемся, но эта песня, она не характерна для Линкин Парк, да, они прям презентуют вот свой какой-то новый стиль, новый вокал, вот только к третьему синглу. Песня не очень тяжелая, песня очень radio edit, песня очень на радио такая, песня очень легко заходящая в уши. Первый раз, когда я ее послушала, она мне понравилась, но мне показалась очень легкой. Но сейчас я уже как бы не выделываюсь и слушаю, мне нормально, вот, но в целом, да, в этом есть и логические принципы, ну и в целом они как бы пытаются новую историю простроить, я думаю, какой-то новый образ нового человека, чтобы к Эмили образ Честера тоже не привязывался, она достаточно взяла на себя из Честера, и вот этот трек как будто бы показывает Эмили, да, какая она есть, вот, тут вот исключительно она прям она. И вот здесь на nothing underneath, здесь уже на nothing, здесь уже что-то ближе к фрай-скриму, да, то есть если у нас на драйве есть там сближение, да, и работа совместная над гортанных структур, там хрящики, ложные связки, то когда у нас расщепление посильнее, у нас еще по бокам структуры добавляются, и получается другой немножечко эффект, хотя принцип один и тот же, поэтому я и говорю, что вот этот драйвовый звук, это в принципе и как для продувной техники, как для фраевой техники расщепления, это такой базовый звук, без которого вы не пойдете ни туда, ни туда, и там он придает определенные вещи, и не пройдя его, я бы не стала даже дальше, наверное, расщеплением заниматься, мне так кажется. Ну, просто бессмысленно, все равно придется в него упереться в какой-то момент. Вот смотрите, то же самое, здесь она усилила это сужение, и all уже не драйвовая, а вот скримовая, да, то есть как бы там люди не писали хейт про Эмили, что она не понимает, как кричать, она не понимает, как петь, или она там просто орёт, она все прекрасно понимает, она умеет в градиенты, она умеет в разницу вот этих вот сужений, смыканий, она очень
очень неплохо, очень хорошо поет, очень профессионально она это все делает, но я не знаю, насколько она знает технологию, но, по крайней мере, выдавать разную динамику с расщеплением, это не так просто, друзья, это уже экстра уровень, поэтому она прям хорошо с этим справляется. И заметьте, акценты все в том же месте, то есть здесь нет усиления расщепления. Это значит, что вам не обязательно постоянно драйвить. И, кстати, вот здесь time более белтовая. В первом припеве time была более назальная, такая более миксовая. Здесь так же, как и в прошлый раз, чистый ее белт. Очень близко к расщеплению позиции гортани, но расщепления нет. Здесь, бэки красивые ее, высокие, плотные, тоже чистые. У нее прикольная вот эта позиция такая, очень на самом деле не так уж просто такой вот открытой, окающей, да, такой белтовой истории петь девчонкам, мальчикам со славянским, носителем славянских языков трудновато. Немножечко здесь есть вот эта вот какая-то история происхождения тоже, но это все можно выровнять техникой, да, но мне очень нравятся вот эти ее открытые и относительно не очень высокие вот здесь вот ноты, очень классно звучит, очень так вкусно. Вот, да. Очень так грустненько, очень лирично. И здесь пошел бридж с мелодией припева, что, в принципе, дает нам запомнить песню намного быстрее. Но видите, она здесь опять уходит, здесь начинается лирическая тихая часть, как в инструментале, так и в вокале, да? Динамика немножечко сейчас должна просесть, чтобы потом взорваться, скорее всего. I can go to sleep. Sleep на таком фальцете, но не очень продутом. Очень красиво. Вот здесь вот тоже фраевая атака. То есть это не расщепление, да, можно сказать. Можете называть это расщеплением, но как бы это ничего не расщепляет, это просто скрип. I lie, да. Очень такой тоже томный эффект получается, грустный. Night, фальцет. А вот тут уже прям... Мне даже кого-то из парней напомнил этот звук. Я не могу понять кого, но тоже какой-то американский такой альтернативчик. Очень красивый переход. Прям тембр, смена тембра. Смотрите, как очень круто работает. Так, погоди, Эмиль, давай на фальцет вернемся. Пострадай чуть-чуть. Какой-то вот такой, какой-то то ли distorted vibe чуть-чуть, то ли какой-то... вот какой-то мужской немножечко в этом прошел, и расщеп такой вроде как еще не скрим, уже не драйв, что-то между, да, то есть вот это вот как раз владение вот этим спектром, прикольно. И здесь еще интересные произношения букв были. Т. Придыхательное Т. На курсе по рок-вокалу мы прям гигантское количество времени уделяем произношению согласных, потому что там это по-другому все происходит. I'm so tired of talking. Вы даже эту фразу, скорее всего, не узнаете здесь, потому что если мы будем говорить, можно сказать I'm so tired of talking, да, или I'm so tired of talking, там I, а здесь I'm so tired. Т. Видите, она немножечко редуцирует и гласную, и согласную. Буква Т. Я недавно, кстати, тоже, для ребят, кто записывался в анкету, я делала прям разбор согласных, в том числе буква Т. И вот эта Т, она может звучать в разных 4-5 вариантов, как можно спеть букву Т. И здесь из-за того, что даже нужна дополнительная драма, Эмили делает придыхательную атаку, да? Т. То есть она сначала дает воздух, да, а потом дает плотный белт. Да, это дает такой дополнительный эффект драмы, боли и всего такого. Это классическая вот история, когда вам нужно дать больше эмоций в песню, без дополнительного ора. Ну и расщеп, соответственно, здесь уже прям... Это первый раз, когда она его продлила больше, чем на один слог в этой песне.
over. Вот здесь злость прям звучит, да, она сделала слайд подъезд, да, не просто она сейчас сделала атаку в расщеп, она прям хоп. Здесь тоже очень красивый такой смена мелодии, такой хук получается, и тоже буквально на секундочку она зашла в расщеп, выкинула и ушла. Не перегружает, видите, они динамически, можно было прям разораться здесь, по идее песня позволяет. Можно же там пойти орать, я бы, наверное, пошла, но видите, они все еще держат эту холодность в ней. Микс опять вернулся, да, то есть она не округляет эту ай, она увела немножечко в твэнг нос. Токен, да, тоже йодельки ее любимые. Ну и дальше чисто, и обратите внимание, что она на этой over, она прям подъезжает к звуку, она не дает, иногда дает атаки очень такие прям подъезжающие, я знаю, что многие этого боятся, я знаю, что в старой вокальной школе отучали от таких подъездов, но опять же, если это художественный прием, а не вы просто не можете достать ноту, совершенно приемлемая история, очень красивая, я только за, мне кажется, вообще почему нет. Тоже, да, обратите внимание на йодель здесь. Over each other, да? Да, вот, кстати, еще один ее момент, который я здесь слабо встречала в этой песне, это первый раз. Ее придыхание, они оставляют ее мощные вдохи и такие всхлипывающие, плачущие. Она очень много где это использует в других песнях. В предыдущих 2 синглах это прям активно, здесь вот только-только вот к концу песни это появилось, это ее тоже элемент, что она берет вдох прям не просто вот так прям, это прикольно, это тоже ее выделяет, да, из всех. Прям красиво. Прикольно, здесь начинает подключаться ударка сильнее, да, вот послушайте, какое динамическое общее развитие. Over, она получается over each other, over. Вот это each у нее, each other, да, over, первая буква и у нее сбита на йодель, и потом она возвращается обратно. Короче, вот такой у нее набор приколов у нее такой. То есть что это у нас? Давайте такой итог подведем. У нее смена смыканий, сброс на более мягкое смыкание после толстых нот, да? Градиентные такие окончания, йодели, расщепление более мощное, более слабое, фраевые атаки, йодель говорила, да? Фраевые атаки, фальцет, все, то есть у нее огромный спектр, но вот, наверное, я бы выделила ее йодель и окончание как 2 основных, самых важных. Ну, расщеп, понятно, да, здесь расщепление она вставляет, наверное, 3-й вариант как расщепление, вот именно такие вот моментики, которые ее вот выделяют 2 основных, йодель, окончание, расщепление, и вот как раз ее еще вот этот, наверное, такой прикольный круглый белт, когда она более открытые буквы немножечко делает более темными, да, на слух. Я говорю чисто о текстурах, вот на слух сейчас. Друзья, мне кажется, Эмили супер, как вы уже поняли, судя по тому количеству видео, которые я сняла про Линкин Парк в последнее время. Да. Прошу прощения, что долго иногда не появляюсь, потому что сейчас активно работаю над курсом, очень много снимаю именно для курса, вещей, куда снимать, в социальных сетей, куда снимать много, я активно
живу в Запретграме, можете, пожалуйста, туда тоже подписываться, там я снимаю всякие рельсики, веду сторис очень активно, также веду свой телеграм, пожалуйста, приходите, если вдруг вы по мне соскучились. Ну и, конечно, жду вас на открытом уроке, который я совершенно скоро дам по рок-вокалу, где я буду ставить расщепление ученику, и, соответственно, не пропустите, это очень такое интересное событие, подчеркнете для себя много интересного. Ну и, конечно же, после этого урока будет вся информация, как записаться на курс, не пропустите. Либо переходите в мои социальные сетки и там ждите всей информации. Друзья, мы с вами, с моей совой, прощаемся. Вы там писали свои предположения, как ее назвать в прошлых видео, но я пока еще не придумала, поэтому, пожалуйста, пишите, пожалуйста, мы ожидаем, да? Вот, друзья, спасибо вам огромное за просмотры, целую вас, всех пока-пока.